Эти беспроводные наушники с костной проводимостью имеют награду Red Dot Design Awards в 2022 году. Стильный внешний вид, отличные материалы, удобная и надежная посадка, интуитивно понятное управление, отличное время автономной работы, микрофоны с технологией шумоподавления CVC, профессиональная защита от влаги класса IP67, мультипоинт до 2 устройств, магнитная зарядка, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Halo Pure Free BC01. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать Halo наушники с костной проводимостью. Напоминаю, что меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет. И здесь нам обещают IP67, не 68, плавать в них нельзя. Процессор Qualcomm'овский 3044, точнее чип Qualcomm'овский. Помимо этого инновационная костная передача звука, шумоподавление при звонках. Dual Device Connection — это мультипоинт, то есть можно подключать два девайса. 8 часов батареи, и это немного, учитывая специфику. Посмотрим, что это и как это и с чем это едят. Вот так это все дело будет выглядеть в упаковке. Даже культурно. Запах химии, но скорее всего потому, что они давно у меня лежат. Я давно их купил. И очень интересные штуки. Амбушюры, чтобы лучше слышать. К слову, да, вот эта вот штука, она будет в первую очередь передавать звук через кость. Смотрите, здесь даже обычных динамиков нет. И вот так вы будете это все дело носить. Я уже забыл, у меня просто были когда-то афтершоки, но это было около 2 лет назад. Мне, в принципе, тема сама понравилась, потому что это про спорт. С одной стороны. С другой стороны, это крайне специфичная штука. То есть, если вы надеетесь, что вы получите какой-то супер-мега звук, нет, он просто будет другим. Здесь есть инструкция на английском языке, разумеется. Есть возможность управления ими. Все работает через Bluetooth. Как, что, почему, расскажу вам. Выгляжу странно, вы также примерно будете выглядеть. Мало людей я встречаю с подобными наушниками. Да я-то с обычными людей, когда встречаю, они странно выглядят, потому что их носят 99% неправильно. 28 граммов весят вот эти штуки. В целом, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Напоминаю, что я разыгрываю iPhone 14, OnePlus Nord N20 SE, Poco M5s и помимо этого еще и Tecno. Вроде бы ничего не забыл, проверяйте описание, может быть еще что-то. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к наушникам. В продаже есть единственная расцветка данной модели. Дизайн наушников привлекательный и стандартный для данного типа. Выполнены уши из титанового сплава с силиконовым покрытием. Тактильные материалы очень приятные, сборка отличная. Габариты основной части 15 на 24 на 13 мм. А остальная часть имеет размеры 9,7 на 17 на 42 мм. Неудобно, что в комплекте нет никакого бокса для переноски. Но плюс за то, что можно согнуть спокойно наушники и положить в карман, не боясь, что материалы деформируются. На корпусе расположили LED-индикатор, надпись Halo, микрофоны, магнитные контакты для зарядки и 3 физические кнопки, такие как кнопки регулировки громкости и функциональная кнопка. Из нажатия на борту включение-выключение питания, вход и режим сопряжения, плей-паузы, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, а также зажатием на 3 секунды многофункциональные кнопки и кнопки увеличения громкости включается режим мультипоинта на 2 устройства. На нажатие наушники откликаются отлично, от меня отдельный плюс за механические кнопки, а не сенсорные. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на английском языке. Вдобавок, озвучка очень приятная. Далее, посадка хорошая. Ко всему, данная модель топ-1 по мнению Red Dot Design Awards в 2022 году. Но, как лично для меня, дуга доставляет небольшое неудобство, так как она не прилегает к затылку. И наушники висят на ушах. Но к этому быстро привыкаешь, плюс у всех разная форма черепа. Заушины не натирают, что хорошо. Конструкция имеет отличный баланс. При занятии спортом наушники не спадают,
ко всему, по моему мнению, это просто отличный выбор для любителей заниматься спортом на открытой местности, так как безопасность, как говорится, превыше всего. Летим дальше. Оснащены наушники чипом Qualcomm QCC3044. Разумеется, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем, и это удобно. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически они подключаются после включения питания с ранее сопряженным устройством. Мультипоинт, как я уже говорил, на борту, за что огромный плюс, вдобавок он полноценный. А вот датчик автопаузы и анимацию не завезли. Далее, емкость аккумулятора 165 мАч. Время автономной работы отличное. По моим тестам, полного заряда хватает на 7 часов 33 минуты на 60% громкости по кодеку aptX. Полный цикл зарядки занимает 1 час 37 минут. Быстрая зарядка на борту и 10 минут зарядки дает до 2 часов прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость есть, рейтинг IP67, но плавать в них нельзя. Сам производитель заявляет, что промывка микрофона может привести к разрыву водонепроницаемой мембраны. Я, конечно же, не мог их не искупать в проточной воде, по итогу функционал не пострадал, но радует, что работают они как и работали. Для изнурительных тренировок и так далее они подойдут, но не больше. Для полноценной настройки девайса приложение компания Halo на данный момент не предоставила, что, в принципе, не особо приятно. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, почти последний. С кодеков на борту я обнаружил SBC и aptX, за что спасибо производителю. Через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная. В играх задержка приемлемая, играть можно без проблем, что тоже является отличным плюсом. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с технологией шумоподавления CVC отрабатывают не лучшим образом. Перегруз есть и знатный, ко всему сильно искажается голос. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Halo BC01. И эта штука, это наушники с костной проводимостью. Но это не значит, что им плохо можно работать, если работают микрофоны. Вот так примерно вас должны слышать собеседники, если вы будете разговаривать с ними в идеальном помещении для записи звука, во всяком случае в моем понимании, потому что здесь я снимаю распаковки, здесь вы можете услышать, как эти распаковки звучат, и сравнить с этим звуком. Учитывая, что здесь микрофон находится далеко от источника звука, я не уверен, что все будет идеально, хотя с другой стороны звук все равно отражается, и по идее в помещении вы должны меня слышать все равно идеально. Звучание. Наушники имеют технологию направленного звука. На улице окружающие люди не будут слышать вашу музыку, а в тихой обстановке, к примеру, дома, рядом стоящий человек, хоть и не отчетливо, но сможет услышать музыку. Звучание меня впечатлило, так как я ожидал худшую передачу деталей в композициях. Но вообще запас громкости есть. Я, к примеру, прослушал музыку не громче, чем на 85%. Звучание приятное и сбалансированное, но, разумеется, бьющего глубокого баса данная модель вам выдать не может. В ряду с этим высокие звучат отчетливо, середина имеет отличную проработку. Детальности звучанию достаточно. Инструментал BC01 отыгрывают опять же хорошо, учитывая, что это наушники с костной проводимостью. Лично мне звучание данных ушей понравилось. Я бы даже сказал, что я удивлен. Не хуже они Aftershok'ов играют. И напоминаю, что откуда вот эта вообще штука с костной проводимостью. Это как раз из тех историй, что часть звуков, которые мы слышим, они попадают не через барабанную перепонку, а получается через кость. Так что ничего удивительного, что такая технология работает, можете поинтересоваться. Из минусов: нет датчиков автопаузы, нет приложения. Также хотелось бы чехол для переноски и регулируемую дугу. Плохо отрабатывает микрофон. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она, в принципе, радует. Особенно, говорю, когда ты вспоминаешь Aftershok'и. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Всем, кто оставит любой комментарий под роликом, огромное вам спасибо. Вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и телеграм-канал
канал Пользаграм, где мы постим фотографии и видео. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi Halo Pure Free BC01 не первые наушники с костной проводимостью, которые обозреваю, так как на канале у меня были и Aftershock, и Ausdome. Данная модель, как по мне, имеет много весомых плюсов. От меня девайсу однозначное да, учитывая стоимость, учитывая внешний вид и учитывая звук, который они могут выдавать. И если вам такой тип подходит, почему бы и нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.